Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Ну а своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Так? И я хочу сегодня совместить именно два цвета. Вы можете брать любую пряжу, какую вы захотите, какая у вас есть в наличии. Просто как бы я показываю суть принципа узорчика. Договорились? Итак, у меня сегодня будет вот такая вот пряжа. Называется она Нака Мохер Деликат. Так, дальше идем. Что же за ниточка такая? Это 5% мохер. Видите, 5% мохера здесь содержится, 10% здесь находится шерсти и 85% премиального акрила. Дальше шагаем. Цвет. Да? Если кого заинтересует, получается цвет номер 214. Он такой нежно-нежно-голубой. На камеру, как он есть, так и передается. А вот у этих ниточек получается цвет 12, покажу сейчас, 12,92. То есть тоже, если кого заинтересует, смотрите, вяжите, берите. Дальше, что нам говорит здесь производители? Они говорят, что в моточке в 100 граммах находится 500 метров. И они нам предлагают брать крючок, смотрите, четверку. То есть вы берете по своей плотности, да, можете брать четверку, можете брать тройку, 3,5. Я вязала данную пряжу троечкой, и я буду вязать троечкой. Ну, точно так же вы берете любую другую пряжу, точно так же читаете аннотацию, какая написана здесь, какой вам советует крючок. Все, не сложно? Не сложно. Схемку сегодняшнему узорчику я не прилагаю, потому что схемки нет. Но схемка очень простая, поэтому вы не запутайтесь. Ну что, свяжем? Так, смотрите, сама ниточка, видите, вот такой вот пушистости. То есть видно вот эти вот ворсиночки, да. Новички, не берите сильно тоненький крючок, чтобы за эти ворсиночки не цепляться. И заранее просчитывайте количество столбиков петелек, которые будете вязать, потому что если ошибетесь, то распускать будет сложно. А так, в принципе, ниточка очень хорошая. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика будет 4 петельки. И я хочу набрать 8 раппортов. Это будет 32 петельки. И плюс 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Итого получается 35 воздушных петелек я наберу. А вы набирайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Для начала петелька фиксации. И 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот мой будущий образец. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И вот так мы сейчас провязываем. В каждую петельку ныряем, провязываем столбик с накидом. Это уже идет сам узорчик. В каждую петельку столбик с накидом. И самое главное, считайте. Если, например, я набрала 35 воздушных петелек, у меня должно получиться 35 столбиков с накидом. Если вы набрали больше, да, то количество петелек и столбиков должно совпадать. Если набрали меньше, то же самое. И смотрите, еще главный момент. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти, которые мы провязали, самые первые, это тоже столбик с накидом, имитация столбика с накидом. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Так? До конца ряда столбики с накидом в каждую петельку. В конце ряда встречаю вас. Договорились? Все, давайте. Так, смотрите, вот я провязала наш первый ряд. Так. Далее я хочу присоединить ниточку. То есть я провязала последний столбик не полностью. Я оставила 2 петельки. И вот эти вот 2 петельки я буду последние провязывать новой ниточкой. Если вы вяжете одним цветом, вы просто продолжаете вязать одним цветом. А если будете менять, смотрите, 2 последние петельки провязали новой ниточкой. И получается, ряд у нас закончился голубенькая ниточка, но в процессе вязания уже есть оранжевая. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Все, подтянули голубенькую, подтянули оранжевенькую. Поворот. Следующий столбик, наш голубой столбик, да, второй вот этот столбик, провязываем обычным столбиком с накидом. Здесь ничего сложного. А дальше смотрите внимательно. Дальше делаем накид. И смотрите,
Вот у нас столбик, который мы только что, да, за верхушку брались, голубенький. Мы будем плясать около этого столбика. То есть, смотрите, вот так вот опустились вниз, захватили сзади наперед, как мы делали рельефные столбики. То есть столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку, так, и провязываем. Смотрите, 2 петельки, 2 петельки. Далее делаем 2 накида, возвращаемся к этому же столбику, опять вокруг него танцуем, да, захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и теперь провязали столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Теперь делаем 3 накида. И точно так же опускаемся еще раз вокруг этого же столбика голубенького, да, и провязываем точно так же рельефный лицевой столбик уже с 3 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас получилась как бы вот такая вот картина. Далее смотрите внимательно. Смотрим по нашим голубеньким столбикам. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. И в 4-й столбик делаем накид и за верхушку прицепляемся и провязываем столбик с накидом. Вот. По итогу должна получиться вот такая вот картина. Как бы столбики ваши удлиняются каждый раз и ложатся в наклон. Дальше повторяем все то же самое. Еще раз. Накид. Вот наш столбик голубенький, за который мы только что прицепились за верхушку. Танцуем около столбика. 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Далее накид. Еще накид. 2 столбика с накидом точно так же. Сделали рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. 1, 2, 3. 3 накида. И опять около столбика вот этого танцуем вокруг него. Да? Делаем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. 2, 2, 2, 2 петельки. Точно так же пропускаем опять 3 столбика следующие. 1, 2, 3. 4-й столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Угу. Видите? Ничего сложного, да? И так вы должны будете провязать до конца ряда. Понятно? Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая вот получается у вас по итогу красота. Угу. Все ровненько, аккуратненько. И я закончила, получается, ряд вот такими вот 2 столбиками. Итак, смотрите, я хочу опять присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять, можете присоединять другую ниточку. Но я хочу вернуться к голубенькой ниточке. Да, сегодня будет такая расточительная, то есть я ее уже с этой стороны отрезала. Да, с этой стороны буду присоединять. Итак, вспоминаем. Последние 2 петельки, которые у нас на крючке, так, мы будем провязывать новой ниточкой. Итак, опять 2 петельки провязали. Теперь у нас должны быть 3 петельки подъема. И сейчас хочу вам показать, как можно в процессе вязания спрятать ниточку. Я уже показывала несколько раз. То есть у нас должны быть 3 петельки подъема. И кончик. Да? Кончик, смотрите, слева направо так вот делаю перед рабочей ниточкой. И провязываю воздушную петельку. Теперь справа налево вот так вот запутываю ниточку. Видите? Перед рабочей ниточкой. 2-я воздушная петелька. И опять слева направо 3-я воздушная петелька. То есть я, получается, в процессе, пока приподнимала ряд, так скажем, я сделала, спрятала ниточку свою рабочую. Оп, все, понятно? И продолжаем дальше вязать. Кончика уже здесь нет. Поворот. Смотрите, вот у нас получается 2 столбика, да? Первый мы сделали 3 петельки подъема, ко второму столбику мы присоединяемся, просто провязываем за верхушку столбик с накидом. Есть. А теперь смотрите, мы будем провязывать точно такой же, назовем его треугольничек, лепесточек, да? Вот. Вокруг вот данного столбика. То есть опять нырнули, захватили сзади наперед, сделали рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, 2-й накид. Опять нырнули, захватили, провязали 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Столбик уже с 2 накидами. И точно так же сделали с 3 накидами. Оп. И провязываем точно так же. То есть у нас получается всего лишь один ряд нашего узорчика будет. 2 петельки. Так. Аккуратненько. 2 петельки, 2 петельки. И получился точно такой же листочек-лепесточек. И мы, получается, смотрите, присоединяемся. Помните, вот у нас один столбик был. Вот мы к нему как раз к верхушке присоединяемся. Вы не запутайтесь, вы увидите. И начинаем теперь около этого столбика танцевать. 1 столбик с одним накидом. 2 столбик с 2 накидами и 3 столбик с 3 накидами. Не сложно? Не сложно.
по итогу получается необычно. Вот, видите? И опять присоединяемся, вот наш столбик, его четко видно. Присоединяемся за верхушечку столбиком с накидом. А? Как? Здорово? Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот такая красота с этой стороны получается. Вот такая красота с этой стороны. Давайте повторим еще раз. Итак, мы провязали один столбик с накидом. Давайте еще один столбик с накидом, да, закончим наш ряд. 2 петельки оставляем. Я присоединяю опять оранжевую ниточку. Да, я сегодня расточительная. И провязываем. И дополнительно прячем кончик. Вспоминаем, да? Слева направо. Раз. Справа налево. 2. Слева направо. 3. Угу. Запрятали. Отрезали. И у нас будут ровные краешки. И потом не надо будет долго прятать кончики. Да? Итак, поворот. И все то же самое. Второй столбик провязали. И вокруг него получается, ниже который стоящий голубого, начинаем танцевать. Столбик с накидом раз. Столбик с 2 накидами 2. И столбик с 3 накидами получается 3. Раз, 2, 3. Красота. Все. И опять присоединяемся к нашему столбику. И точно так же провязываем. Смотрите, всего лишь один только ряд. Так? Но вот так вот вы провязываете друг за дружкой. И в итоге получится красота. Давайте увеличим нашу красоту. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот какая получается по итогу красота. Так, смотрим с этой стороны. Переворачиваем на другую сторону. Опля. Как вам? Какая сторона вам нравится? Под настроение связали себе кофточку или палантинчик, да? Кардиганчик. Сегодня одели эту сторону. Перевернули завтра на другую сторону, да? Как думаете? И рукавчики же можно также сделать, да? То есть узорчик-то он сам по себе не сильно и плотный, да, если так вот приглядеться. То есть не сильно жаркий. Ну, смотря какая, конечно, пряжа, да. Смотрите, может быть, это будет летняя пряжа, это будет топик, это маечка. Зимняя пряжа, это может быть снуд. Сегодня одели такой снуд, завтра перевернули другой снуд, да. Ну, или можно одноцветный сделать, почему бы и нет. Можно меланжевые ниточки сделать, да, совмещать там с одноцветными или как-то еще. То есть тут фантазия разгуляйся называется. Как вам? Угу. Здорово. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 35 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то в моем вот случае это получается 16 сантиметров. А тут получается, да, один цвет, один ряд, да, получается раз синенький, 2 оранжевенький, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Но они как бы с нахлестом друг на друга, да, то есть как их правильно считать. Ну, давайте вот посчитаем вот так вот. Получается 1, 2, 3, 4, 5 оранжевых, например, да. Ну, практически 11 сантиметров. Угу. Получается узорчик будет вот так вот тянуться. Вот так вот он тянется. Вот такая красота. Представляете? Вот что можно придумать интересное. Итак, кто вдруг вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, какие ниточки использовали. Кто не вязал, кидайте идеи, куда можно применить данный узорчик. Угу. Здорово. Итак, надеюсь, видео вам сегодня понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок, нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.